Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня я приглашаю вас на самую обычную прогулку по Парижу. И начнем нашу прогулку, как обычно, с чашки кофе. Идет дождь, очень сильный, слышите, как шумит по крыше. Хорошо, что в Париже есть пассажи, где можно укрыться от дождя. Это кафе, где я хочу выпить капучино, находится недалеко от улицы Монмартр. И сейчас я нахожусь в пассаже. Подождем, когда закончится дождь. Летние дожди короткие. Отличный капучино, кафе Нуар. Но здесь сидят местные бобо. Кто такие бобо, если вы не смотрели это видео, смотрите по ссылке. Бобо 9 округа. Но продолжим нашу прогулку. В этом пассаже японский ресторан находится. Неко Рамен. Японская кухня. И обычно здесь всегда очередь. Практически всегда очередь. Любопытный у них декор. Я здесь не обедала ни разу. Но если вдруг вы хотите попробовать рамен, по-французски говорят рамен, то приходите сюда. Вот так, друзья, от улицы Фобур-Монмартра и до Лувра можно пройти в дождливую погоду по галереям и пассажам 18-19 века. И даже не обязательно иметь с собой зонтик. Самый старый мост Парижа – Пон-Нёв, новый мост. Летом 2026 года мост внезапно исчез. На его месте появилась огромная каменная пещера, будто выросшая из глубин земли прямо посреди сены. Автор этой необычной инсталляции – французский художник J.R., один из самых известных современных художников в мире. Но зачем превращать исторический мост в пещеру? Чтобы понять эту работу, нужно вернуться на 40 лет назад. В 1985 году художники Христо и Жанна Клод создали легендарный проект. Они полностью укутали Пон-Нёв золотистой тканью. Тогда весь Париж спорил, искусство это или безумие, но именно эта работа вошла в историю как один из величайших примеров паблик-арта 20 века. Жер решил не копировать знаменитый проект, а вступить с ним в диалог. Вместо ткани он выбрал камень. Вместо того, чтобы скрыть мост, он превратил его в пространство, через которое можно пройти. Свою работу Жер назвал «Пещера Пон-Нёв». И здесь начинается самое интересное. Главный источник вдохновения художника – знаменитая аллегория пещеры Платона. Более 2000 лет назад философ описал людей, которые всю жизнь сидят в пещере и видят лишь тени на стене. Они принимают эти тени за настоящую реальность, потому что никогда не видели ничего другого. И только тот, кто осмеливается выйти наружу, открывает для себя настоящий мир. Наконец-то пещеру открыли. Был очень сильный ветер, и часть инсталляции была повреждена. Поэтому шли работы неделю почти. Так, надо найти конец очереди. Ух ты! По мнению художника, сегодня человечество снова живет в такой пещере. Только теперь ее стены сделаны не из камня, а из экранов смартфонов, социальных сетей, информационных пузырей и алгоритмов, которые показывают нам лишь часть реальности.
Поэтому посетители инсталляции буквально проходят через пещеру. Это не просто прогулка по мосту, это символическое путешествие от темноты к свету, от иллюзии к пониманию. В работах Жиэр почти всегда есть еще один важный смысл. Он хочет заставить людей заново увидеть привычное пространство. То, мимо чего мы ежедневно проходим, перестает быть невидимым. Мост становится пещерой, город превращается в загадку, а обычный прохожий – в участника художественного произведения. Наверное, именно поэтому работа этого художника вызывает такой интерес по всему миру. Он не создает искусство для музеев, он превращает в музей сам город. И когда стоишь внутри этой гигантской пещеры посреди Парижа, невольно задаешь себе вопрос, который художник оставляет каждому зрителю: а какие тени мы принимаем за реальность? Может быть, самая важная пещера не та, что построил Жиэр на Понт-Нёв, а та, из которой каждому из нас однажды придется выйти. И сегодня во время нашей прогулки я хочу ответить на вопрос из комментариев. Вопрос такой. Знакомые иностранцы говорят, что Франция превратилась в грязную страну третьего мира. А какое у вас мнение на этот счет? Франция превратилась в грязную страну третьего мира. Это скорее эмоциональная оценка, чем объективное описание реальности. Да, действительно, во многих городах Франции стало заметно больше мусора и бездомных. Особенно это касается некоторых районов Парижа, Марселя и Лиона. Да, действительно, 20-30 лет назад во Франции общественные пространства были более ухоженными. Проблемы с безопасностью и интеграцией мигрантов стали более заметной темой общественной дискуссии. После волнений в пригородах и нескольких крупных беспорядков часть людей воспринимает это как признак упадка государства. Забастовки коммунальных служб могут создавать впечатление постоянной грязи. Когда по несколько дней не вывозят мусор, особенно в Париже, фотографии быстро разлетаются по миру и формируют устойчивый образ. Впрочем, у меня есть видео «Забастовка мусорщиков». Если вам интересно, вы можете посмотреть. Социальное недовольство во Франции традиционно выражается очень активно. Протесты, демонстрации, блокировки улиц. Для иностранцев это иногда выглядит как хаос. Но есть и другая сторона медали. Франция остается одной из крупнейших экономик мира и одной из самых богатых стран Европы. По продолжительности жизни, качеству здравоохранения, инфраструктуре, образованию, социальной защите Франция находится на уровне развитых государств. Миллионы туристов ежегодно приезжают не только в Париж, но и небольшие города и регионы Франции, где уровень благоустройства очень высок. То, что вы можете видеть в моих видео. Даже в Париже впечатления сильно зависят от квартала. Если жить возле Северного вокзала или в некоторых проблемных районах, картина будет одной. А если вы живете в 6-м или 7-м округе Парижа, картина будет совсем другой. Термин «страна третьего мира» обычно подразумевает хроническую бедность, слабые государственные институты, массовую неграмотность и отсутствие базовых услуг. К современной Франции это явно не относится. И вторая часть вопроса из этого комментария. Как-то на этих видео, имеется в виду мои видео, все не так страшно, как говорят многие из тех, кто посещал Париж. Может, вы специально скрываете правду? Да, я понимаю, почему у людей возникает такое ощущение, когда ты слышишь десятки похожих рассказов: «Париж ужасно грязный, везде карманники, это уже не та Франция». Да, начинаешь верить тому, кто это говорит. Но что происходит на практике? Многие туристы действительно разочаровываются Парижем. Даже существует выражение «синдром Парижа», когда ожидания, сформированные фильмами и рекламой, сталкиваются с обычным большим мегаполисом. Шум, мусор, граффити, агрессивные продавцы, бездомные, карманники, толпы туристов. Негативный опыт запоминается сильнее позитивного. Человек, у которого украли телефон, расскажет об этом 10 знакомым. А тот, кто спокойно провел неделю в Париже, скорее всего, не будет писать эмоциональный пост. Естественно, что видео тоже могут искажать реальность. Одни блогеры намеренно снимают самые проблемные кварталы, чтобы показать упадок Европы, а другие только открыточные виды. И то, и другое может быть правдой, но не всей правдой. Да, есть реальные различия между районами. В Париже можно пройти несколько станций метро и попасть из очень ухоженного и дорогого квартала в место, которое покажется неприятным и небезопасным. Хотя бы из 5-го округа в 13-й округ. О 13-м округе у меня есть видео. Если вам интересно, переходите по ссылке. Люди, которые жили или бывали в разных частях города, будут описывать совершенно по-разному город.
Париж остается одним из самых посещаемых городов мира. 20 миллионов туристов в год приезжают в столицу Франции. А на моем канале я снимаю то, что мне интересно. История Франции, архитектура, атмосфера города, и не только Парижа, но и провинциальной Франции. Поэтому мой ответ такой: я не пытаюсь скрыть правду. У каждого своя правда. Люди видят одно и то же по-разному, потому что у них разный опыт, разные взгляды и чувства. Если вас интересует вопрос, насколько Париж ухудшился за последние 20-30 лет, то это уже отдельная тема. И здесь можно посмотреть на конкретные данные, статистику преступности, масштабы миграции, опросы самих парижан и сравнение районов. Тогда разговор будет опираться не только на впечатления и ролики, а на какие-то показатели серьезные. Многие зрители моего канала уже бывали в Париже. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими наблюдениями и эмоциями. Я думаю, такой обмен опытом будет полезен всем. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч на канале о Франции не только. Пока. Сегодня и завтра здесь, на этой набережной, проходит банкет. Ну, что-то типа банкета. Красные вина долины реки Луары.